Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Благодарю вас. И кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Также прошу по правилам YouTube, один ваш лайк позволяет предложить мои видео 10 девочкам. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что говорят за моей спиной друзья и недруги? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Подумайте о себе, улыбнитесь. Какая вы, какая девочка пришла на расклад. Ух ты, принцесса. Не дать не взять. Принцесса, которая уже, извините, такое слово, заколебалась, подустала. Да. Так, ищет по этой карте компас, ищет какого-то, как ключесвет в конце тоннеля ищет, да? Сейчас, девочки, такие карты чудные. Сейчас прочту. Так, смотрите. Первая карта принцесса. Женщина всем хороша. Внешние данные, интеллект, тут все, ну принцесса, девочки. Это такой спелый персик, ну вообще конфета. Не женщина, а мечта. Но следующая карта мне говорит, это карта уставшей, где-то изможденной женщины. Женщина, которая слишком много, может, на себя загромоздила каких-то обязанностей. Там, может быть, с одной работы бегом на вторую, со второй на третью. Там еще домой тащите подработку какую-то. И дома ж, понятно, никто не отменял какие-то бытовые вопросы. Вот такое ощущение, как будто бы красивая женщина, но такая уставшая, какая-то как... Я же говорю, женщина где-то, которой нужно элементарно отоспаться. Хотя бы какое-то время ее оставили все в покое, и у вас была возможность посвятить себе отдыху, восстановить эту какую-то энергию. Как-то так, девочки. Режим сна, какой-то отдых элементарный, я повторюсь. Так, где-то женщина, которая как-то даже запуталась, где-то, может быть, ну, слишком много на себя взвалила, вот, наверное, так скажем. Но при этом по компасу вы отчаянно ищете выход из этой ситуации. Вы как будто бы это все понимаете, вы осознаете. У нас у каждого бывают такие периоды в жизни, когда хотелось бы переложить на кого-то часть этой ответственности, которая на твоих плечах лежит. Ну, с удовольствием, но не всегда это получается. Ну, а где-то мы по инерции уже, да, так тащили наши бабушки, мамы, такие вот эти родовые программки, как-то нас обзваливаем, а потом как-то то ли ситуация, то ли нас носом уже тычут куда-то в одну и ту же точку, и до нас доходит. Давай, надо пробовать по-другому. Так, как бы, так не камильфо, так не совсем хорошо, вас так не устраивает. И когда вот все складывается другим образом, и вы так смотрите, ну и я точно так же, и в голове вопрос, а что, можно было так? Ну да, можно по-другому. Тут как будто бы вас высшие силы подводят к чему-то, к какому-то осознанию того, что в таком ритме, в котором вы сейчас живете, может быть, в темпе, в ритме, вот с таким же, может быть, даже, я не говорю, что нужно планочку понижать, нет, но тут как будто бы, ну, где-то вот прям мне это слово прям в голове звучит, как сами себя загнали где-то. Вы ищете по этому компасу, по этой карте выход из сложившейся ситуации. По вот этой карте, вот тут, видите, как завязанные глазки. Я так понимаю, что не до конца вы еще видите. Какие-то есть у вас, может быть, какой-то прогресс есть в том плане, что где-то что-то присматриваете. Может быть, для кого-то это смена род деятельности, смена элементарно, может быть, места жительства, может быть, как-то вот что-то вы ищете, у кого-то элементарно это желание, может быть, переквалифицироваться, может быть, какие-то курсы повышения той же самой квалификации, что-то изменить в жизни, вы стараетесь, но вот глазки эти завязаны, это говорит о том, что до конца как бы четко, ясной картины перед глазами нет. Может, картинка как-то в тумане и вырисовывается, но, как вам сказать, путей разрешения, вот как будто бы пока еще нет у вас в руках вот этого вот. Вот эта карта диссонанс, это говорит о том, что где-то в чем-то как будто бы, ну, есть, как вы, что повторюсь еще, как это свет в конце туннеля есть,
но вы не до конца уверены, что это свет, да, это как в этом анекдоте там по-моему, про оптимистов, пессимистов и реалистов, да, оптимист идет, по-моему, в туннеле, да, и видит свет, и он говорит, что это свет в конце туннеля, это поезд. А пессимист видит и понимает, что этот поезд летит на него, а реалистов я не помню, о чем реалист. Я не помню. Короче, ладно, кто вспомнит. В общем, что-то тут такое, девочки. Смысл такой, что вы пока не нащупали именно свой путь разрешения данной какой-то вашей проблемы, ситуацию, в которую вы попали. Вот не мое анекдоты рассказывать, больше не буду. Ладно, девочки, это по поводу того, что как вот, точно же фраза, это стакан наполовину пустой с водой или наполовину полный, да, и в конце кто-то очень цинично добавляет с ядом, да. То есть тут как будто бы вот эта вот карта диссонанс. Может быть, у кого-то еще, знаете, не до конца как перерождение произошло, в каком плане. Это трансформация, перерождение. Не до конца вы от прежних каких-то установок, которые были выбраны вами, вот вы в этом находились, вот может, из года в год. Это касается, может быть, вашей личной жизни, да, установки, вот как будто бы есть там, допустим, союз с кем-то. Он уже не приносит этот союз, брак, союз, да, не приносит радости, но как бы порвать тоже не хватает ни сил, ни желания, может быть, какая-то зона комфорта, да. Хотя, если бы, может быть, если бы разорвали этот союз, у кого-то какого-то процента, 100% бы появился новый шанс, новый мужчина, да. Но опять-таки кто-то не делает этих шагов. Тут вот это тут тоже может касаться и там нового места работы, каких-то своих новых выбранных вот дорог. То есть пока мы не где-то не закрываем прежние, да, не закрываем одну дверь, перед нами новая не открывается. Ну тут что-то такое. Так, все-таки доложу. Ну тут даже не то, что вы на распутье, тут как будто бы вы в процессе, но точно вот этот тот результат, в котором вы сейчас находитесь, это состояние вас не устраивает. И вы даже даете отчет, что отчасти вот понимаете, почему так. Вот эта карта еще фрустрация. Тут такая она интересная, девочки. Это может быть история о том, что где-то стараетесь вы все-таки отстраненно смотреть, уже как бы эмоции близко не эмоционировать по поводу вот эту ситуацию, в какую попали, там каких-то отношений между людьми, ваши отношения с другими, да, людьми, какие-то коммуникации, общение, опять-таки, с мужчинами. Тут такое, как будто бы у вас где-то даже с холодным сердцем, да, холодное сердце, холодный разум, вот как-то так стараетесь как-то дистанцироваться, посмотреть на всю ситуацию как-то отрешенно. В принципе, мне нравится. Ну, мне очень нравится, что вот глазки тут завязаны, наверное, рано или поздно они развяжутся. Тут как будто бы пока вы не понимаете, как оптимально выйти с наименьшими потерями с этой ситуации, в которой вы находите. И вы подбираете эти способы. Так, о чем этот диссонанс? Тут у кого-то, говорят, в самой вас заключена, ну не то, что там проблема, а тут, я же говорю, как какие-то качельки. Женщина, вот ваша карта вышла, говорят, трудности, город, какие-то трудности. Связаны у кого-то, может быть, карта род, семья. Опять-таки, привязанность, где-то, знаете, как опору все-таки вы делаете на семью. Как будто бы, опять-таки, не готовы подбить вот эту вот табуреточку, на которой вы сидите. То есть, если даже не особо устраивают отношения в семье, но все равно не готовы разорвать, не готовы как будто бы искать что-то новое, как-то так. Вот, может быть, это все как будто бы на уровне просто общих слов, да, там что-то подзадолбало, меня не устраивает такое отношение. Неужели это будет всю жизнь у меня такое? Ну, на этом все и останавливается. Ну, как-то так, эти разговоры. Так, диссонанс. У кого-то, я не знаю, тут все подряд. У кого-то
Вы говорите страсти, вот эти, которые когда-то, допустим, ну, в вашей жизни бушевали, в принципе, огонь, страсть. Это, говорят, это все ни к чему хорошему не привело. Карта бесплотна, доступность. Где-то желание ваше вкусить в полной мере, как в омут с головой, и где-то пойти, ну, даже не буду некрасиво говорить, на поводу этих страстей, поддаться этим страстям, карта доступность. Вот как будто ни к чему хорошему оно не привело. Тоже вы говорите, как-то научила меня более-менее ценить стабильность, карта якорь. Это из той же серии, как выражение, да, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот тут какое-то такое послевкусие есть, ну, как будто бы есть разделение такое сейчас четко, страсти там какие-то, там, может быть, секс какой-то, это все так, наверное, в каком-то, ну, типа промежутке, в каком-то промежутке вашей жизни это было, это имело место, но сейчас как научены, ну, где-то, может быть, даже горьким опытом или просто опытом. Тут карта якорь, стабильность, вы говорите. Тут даже карта сплетни, почему-то карта род, семья. Тут история вроде бы как бы о том, что женщина повзрослела, и она прекрасно понимает, что как будто бы это, мужчины делятся на тех, которыми можно. Ну, можно, нельзя, не знаю. Ну, в принципе, теоретически можно провести весело время, да, там, как любовник. Но этот же мужчина, он вряд ли будет пригоден, если можно так сказать, на роль стабильного и уж точно какого-то надежного партнера, человека, с которым можно род, семью построить. А вот испортить, как не то, что там репутацию, упаси Господи, я вообще считаю, что ваше дело, но тут как будто бы испортить взаимоотношения со своим стабильным мужчиной и, в принципе, как будто бы где-то даже себе жизнь испортить можно очень легко, когда вот этот омут в эти страсти ты окунаешься. Как-то какие-то тут сплетни, я не знаю почему. Тут как-то такая какая-то идет, даже не то, что переоценка ценности, да, взаимоотношений. Как-то смотрите на мужчин вот не так, как раньше. Может быть, раньше в общем как-то воспринимали. А тут сейчас четкая какая-то градация. Вот с этим мужчиной можно там какие-то легкие отношения, и явно, что дальше вряд ли они куда-то зайдут. Ну, как будто бы. А вот с таким мужчиной нужно строить там прочные отношения. Тут что-то такое. Но тут вот эта карта диссонанса, она мне все-таки говорит еще, знаете, о чем? О том, что, может быть, кто-то хотел бы это все вместе в одном флаконе совместить. Не в том плане, что там прям какие-то там страсти неземные, а в том плане, что, ну, сексуальное влечение, любовь, поддержка, уважение. Желательно, как бы хотелось все в одном партнере это иметь. А глазки завязаны, как будто бы, ну, не совсем это. Вы можете себе сейчас это позволить почему-то, не знаю. Даже, ну, или не встречаются такие партнеры, или вы их не видите просто, вот как, что-то такое. Причем вы уже анализируете это все, уже по полочкам раскладываете. Тут уже, можно сказать, женщина с опытом, такая опытная, уже мудрая. Так, давайте посмотрим. Вот какая-то такая мне вышла ваша сигнификация. Такое почему-то они мне показали. Давайте. Так. Что говорят за вашей спиной друзья и недруги? Что говорят за вашей спиной друзья? Что говорят за вашей спиной недруги? Что говорят за вашей спиной друзья? Что говорят за вашей спиной недруги? Что говорят за вашей спиной друзья? Что говорят за вашей спиной недруги? Так, и давайте. Что говорят за вашей спиной друзья? Что говорят за вашей спиной недруги? Начинаем с друзей. Что говорят за вашей спиной друзья? Угу. Интересная карта.
доложу чуть-чуть. Так. Какая-то нестандартная такая информация странная идет. Вот я специально вам объясняю, карта хамелеон вышла. Почему я уточняю? Знаете, что же можно по-разному прочитать? Я специально уточнила. На вас хамелеон выпал. Отчасти на вас. Спросила, это может быть на ваше окружение. Тут тоже карта солнца. Тут, девочки, как будто бы, знаете, и тут вот сочетание с этой картой, она так часто на вас выходит, сигнификацию вашу. Эта карта, повторяюсь, женщина-муза, яркая, вдохновляющая. Женщина, которая, даже не обладая там идеальными параметрами в плане там какие-то стандарты признанные, типа, да, 90-60-90, вот эти вот какие-то там фигура, чтобы была идеальная, там, или черты лица какие-то. Не обязательно тут у вас будет римский нос, там, уже не знаю, какие-то разрез глаз там идеальный, классический. Нет, тут харизма, тут энергетика, тут даже вы будете в толпе женщин идти, но вы будете как-то себя так как-то на языке вертится, нести себя, да, в люди. Ладно, шучу, нет, но как-то вот тут заходите в помещение, вы начинаете общаться, у вас какие-то там, может, жесты, мимика, может, тембр голоса, умение себя подать, умение тут сочетать как-то даже элементы гардероба, если можно так сказать, как-то одежду можете подбирать. Не обязательно тут супер модно, не обязательно какие-то там тренды, вы следите за трендами этими. Тут как-то, ну, вот умеете, вот такая, тут и женственная, и манка, яркая, тут яркая птица какая-то. Кто-то, кстати, может даже про эти девочки, вы такая с детства, но вот как будто тут и сексуальность, и таланты, тут все есть в этой женщине, и очень привлекательно. Но тут, может быть, где-то вы стали даже заложником и какого-то образа девочки. Это из той, из той оперы, когда вот всегда на позитиве, всегда придете там на помощь, на выручку, всегда улыбаетесь. И как это за этой маской очень часто вас вот воспринимают, вот женщина-праздник. У меня просто такое очень часто в одно время было, вот все там идут за помощью, поддержкой, там, добрым словом. Вот, привыкли, что всегда веселая, общительная. И на самом деле очень мало людей, которые действительно интересуются, а что ж там у тебя внутри. Ну, как будто бы удобно брать эти ресурсы, ну, поддержку. Как-то так, девочки, у кого-то. У кого-то это тоже может проиграться такой типаж, сексуальность тоже сюда. Когда мужчины оценивают исключительно как сексуальный объект, и им по большому счету многим уже даже не хотелось бы и не интересно, да, узнавать тебя как личность, там какие-то у тебя там планы вообще по жизни, видят только какой-то объект сексуальный, там привлекательную женщину и больше ничего. Тоже такое может быть. Почему это говорю? Потому что тут карта хамелеон, она такая своеобразная, тут хамелеон, и рядом с этой картой это история о том, что, скорее всего, что говорят за вашей спиной друзья. Говорят о том, что вы, в принципе, вот в таком контексте рядом, тут я не вижу, что тут прям какое-то, знаете, лицемерие или умение приспособиться в этой жизни. Тут, скорее всего, это история о том, что вы очень хорошо можете ладить с людьми, как бы считывать их проблемы, входить в их, как, знаете, в трудное положение, да, вот кто-то попал, и вы прекрасно там понимаете, вот о чем человек говорит, умение его поддержать, ну, как карманный психолог где-то. Где-то настраиваетесь на волну человека, то есть, я же говорю, другими словами, подход найдете к любому. Где-то тут, ну, правда, как можете проживать беды других людей. Вот как-то вот мне такое. Тут в прямом смысле вы можете найти подходы к какому-то там, уж не знаю, научному деятелю, какому-то этому профессору, который там запатентировал, не знаю, что свои какие-то там суперумные какие-то, я не знаю, что там у них, приборы, достижения какие-то. Все вы знаете, узнаете, будете понимать, там, о чем он говорит, и найдете с ним опять подход, найдете язык какой-то, даже научные термины какие-то вспомните, и будете как-то так нормально общаться на одной волне.
и с ребенком найдете подход, там, уж не знаю, девочки, какие-то бытовые темы найдете. Ну, какую-то вот это могут говорить о вас, о том, что кто-то даже из ваших друзей тут. Ну, тут я не вижу негатива, честно. Просто могут сказать, что вот вы не пропадете, вот она не пропадет. В ней вот эта яркость, желание жить. Где-то даже тут нет такого, что вы там лицемерите или как-то. Нет, просто вот как констатация, что вот эта женщина, она найдет подход к любому. Так, но при этом еще карта Солнца, это на других и на других людей. Это может быть еще история о том, что вы на самом деле как будто бы общение с вами выгодно многим. Это опять-таки какие-то, может быть, какие-то мелкие просьбы люди к вам обращаются. Может быть, видят вас эту поддержку элементарную. Вот это как, знаете, что-то мне в голову пришло. Бабушки какие-то, да, вот. Люди уже, которые ну, иногда, которые там, люди на пенсии, заняты своими какими-то делами, бытовыми какими-то проблемами, там дети, дети у них там каждый занят своими делами. И они, допустим, с вами, эта бабушка встретилась вам на пути, да, ее никто не слушает, а вы послушайте, и она настолько будет тут как-то какой-то, как детский какой-то эгоизм. Тут настолько ей будет классно, что она встретила человека, который может ее понять, разделить ее проблемы. Тут я ж не знаю, то ли вам нужно правда как-то психологией заниматься, но желательно, чтобы это как-то материально, да, как-то приносило вам выгоду. Это как будто бы, то ли вы действительно как в соцслужбах каких-то должны быть, ну, если вы хотите, да, вот как, ну, опять-таки, если это будет монетизировано. Вот почему-то тут такое идет, вот как будто бы вы постоянно, ну, как в негативе, на себе на пятую точку найдете, ну, нет уж нет, чтобы жить счастливо с такими данными. Нет, ну, тут вы как будто бы постоянно кому-то приходите на помощь. И кому-то даже за это спасибо никто не говорит, уже считают как должное. Так, что-то так оно мне идет странно. Так. Вот эти карты, это тоже сюда же я докладывала, девочки. Тоже история о том, что мудрая, очень мудрая карта сова. Кто-то, может, и не видит, может быть, мужчины не видят вот этой внешностью, ну, какого-то глубокого содержания, потому что им это не нужно видеть, им интересна картинка. Да, тут как красивая женщина, как какая-то конфета в обертке, да, мужчины на эту обертку клюют. Извините, такое некрасивое сравнение, наверное. Но на самом деле там мудрость. И тут опять-таки скука, ребенок и какие-то сплетни. Тут история тоже о том, что вам где-то нужно реализованной быть обязательно. О чем говорят ваши друзья? Говорят о том, что вас, если запереть там в 4 стенах, извините, будете деградировать. Вам очень нужно, важно где-то появляться, блистать, общаться. Вот для вас общение, выход в люди, если можно так сказать, для вас это очень-очень важно. Вот какая-то реализация, вот такое, потому что вот где-то как большой ребенок, вас говорят, что вы как большой ребенок, вам скучно, если, повторюсь, ну, будто бы, ну, запереть вас там где-то, заставить с утра до вечера варить какие-то там борщи, солянки, печь пироги, очень скоро вам это все может наскучить. Как-то так. И другими словами еще хочу сказать, что потенциал огромный, поэтому очень глупо его как-то не реализовывать. Вот это еще могут говорить об этом. Так, дальше, друзья, о чем еще говорят? Новости, защитник сил. Так, что за новости? Все. У кого-то быстро не хочу тут останавливаться, у кого-то просто может проиграться. История о том, что, смотрите, если вы замужем, да, или в союзе, или пытались долгое время выстроить отношения с каким-то мужчиной, то тут могут говорить друзья за вашей спиной, что вы так надеялись долго, время, тут карта время, так надеялись выстроить классные гармоничные отношения, где мужчина будет как защитником вам. В физическом плане, в плане эмоциональном защиты, да,
В плане материальном, может быть, как за каменной стеной вы в хорошем смысле хотели. Но тут, девочки, какие-то такие вот, такой подтекст вот за вашей спиной могут говорить, что вы так долго могли на этого мужчину возлагать эти надежды. Где-то слияние с этим мужчиной произошло, где-то вы растворились в нем, где-то вы собственные какие-то желания, мечты, вот такая, как изначально яркая такая птица, вот как будто бы вот эта птица красивая, райская, она сознательно, может быть, вошла в союз, как если некрасиво скажу, ну да, вошли в союз с каким-то мужчиной. И где-то, может быть, вот, даже на какая-то как жертвенность, на алтарь вот этой вот семейной жизни, в общем, с наилучшими своими пожеланиями, вот как будто бы с наилучшими надеждами. Вот это вот все вот так как-то сложилось, случилось, и по факту, может быть, первое время вы были счастливы, вы надеялись, вы, может, так ощущали, потому что карта кольцо, осознанный как будто бы выбор, но по факту, потом, карта гроб, все пошло не так, как вам бы хотелось, да, и уже время длительное, вот это все, вроде бы вы, карта дом, семья, знаете, как в хорошем смысле служили, может быть, надеялись выстроить эти отношения. Может быть, как замена какая-то произошла, как компенсация. В каком плане? Где-то отодвинули свои какие-то там амбиции, желания в стороночку, про себя забыли. На первое место дом, семья. У кого-то это в прямом смысле приобретение там недвижимости, обустройство дома. Может быть, деток растили. Может быть, карьерой мужа занимались даже, да, помогали ему. Так вот, о чем они говорят за вашей спиной, что это все было. Потом такое ощущение, как будто бы вот, по высшему я, где-то вот этот эгоизм собственный, в каком тут хорошем плане эгоизм. Эгоизм это где-то построение своей карьеры, своя реализация, в чем там вы хотели реализоваться, раскрытие собственных талантов, а тут девочка талантливая. Как будто бы это все, знаете, вы то ли отодвинули это в сторону, да, уступили сердце. Вот поверх вот этого эгоизма сердце любящее как будто ложится, сознательно где-то отодвинули, где-то для вас это было в приоритете. Вот ваш избранник, детки, семья, тут много раз это дом, вот как-то кольцо это. А сейчас по факту, что, что-то изменилось, сейчас идет охлаждение, карта воздух. У кого-то это не столь даже... Там не обязательно вы там перестали любить, но вы сейчас как будто бы с какой-то такой четкостью, с осознанностью к этому подходите. Как-то приоритеты в жизни меняются. Да, дом, семья это классно, но где я во всем этом? Хочу быть сильной. Тут карта, как будто женщина где-то возрождается, сама себе эту силу пытается вернуть, сама где-то реализоваться, как-то приложить усилия для того, чтобы она сама как единица уже почувствовала себя вот какой-то самодостаточной, наполненной, реализованной. Вот тут что-то такое. И воздух это все-таки это интеллект идет мне, как будто бы, знаете, это где-то женщина вот будто бы ищет эти же пути реализации, да, вот как будто бы, чтобы было такое ощущение, что я живу, не я там живу жизнью своей семьи, хотя это имело место, а сейчас я живу так, как я хочу. И планирую так жить, как я хотела бы. Как-то так вот. И тут эта карта клевер, это шансы тоже. То есть шансы, тут замок, звезда. Тоже могут, не знаю, говорить о вас, ваши подруги, там, близкие люди. Говорить о том, что шансы вы сейчас хватаетесь за эти шансы. Шансы по карте сила, опять-таки, раскрыть этот свой потенциал. Но опять-таки, где-то как, вот знаете, как слепой котеночек тычетесь, может быть, пока для вас какие-то вот эти вот не совсем нащупанные эти пути решения этих поставленных перед вами задач. Как будто бы вот карта звезда это ваша вот идеальная, там, чего вы себе намечтали, уже не знаю, там, придумали вы, что вы хотите там, не знаю, фирму какую-то, да, как это правильно сказать, открыть дело какое-то, да, уж не знаю, обучиться какой-то профессии, да, может быть, еще что-нибудь, какая-то у вас мечта вот такая, как-то реализоваться, может быть,
Ну, девочки, ладно, у каждого свое. Так вот, тут история о том, что вы шансы какие-то хватаете, и то, и то, и то пробуете. Но карта замок и звезда как будто бы сейчас вот закрыта. Вот закрыта именно почему-то не дается вам это вот, ну, конечная ваша вот мечта. Вот почему-то вы не можете к этому прийти. Как будто бы дороги перекрыты, вот замок, или недостаточная информация о чем-то, или даже кто-то умалчивает какую-то информацию. Это история о том, что вы начинаете, да, чем-то заниматься, тут какой-то, вы четко там стараетесь уже прикинуть, ага, вот у кого-то так получилось, вот так, вот он такие приложил усилия, у него все случилось, сложилось, и вы повторяете этот путь этого человека, а у вас на вашем пути тут какой-то форс-мажор, вот какие-то ну не то что там проблемы, а препятствия какие-то. Вот как будто бы к вашей мечте вы идете, но на пути к этой мечте какие-то препятствия. Но о чем еще говорят? О том, что по карте смерть тут даже сама ваша мечта может трансформироваться. В каком плане? Вы, допустим, подходите близко, вы понимаете, что вчера буквально такое интересное выражение было, да, там, не помню, психологи один второго спрашивают, так ты боишься на самом деле того, что твоя мечта не осуществится, или ты боишься истинно того, что твоя мечта осуществится? Ну, вы понимаете, да, это как бойся своих желаний, да, бойся своих мечт, ибо они имеют это свойство сбываться, ну что-то такое. Так вот тут как-то могут говорить о вас, что вы, допустим, о чем-то мечтали, к чему-то шли, и тут даже такая история, что а сейчас вам даже кому-то это мечты, не то там, кому-то мало этой мечты, а у кого-то она меняется, эта мечта. И вот отталкиваясь даже от этого опыта, вот в котором вы сейчас находитесь, вы же тоже широчки делаете, тут ваши друзья говорят, что ой, а она сейчас еще что-то новое задумала, а ой, а у нее теперь, да, между собой там что-то обсуждают, там ваши друзья говорят, да вот она же об этом мечтала, там уже не знаю, какую-то там галерею открыть, да, а сейчас они говорят, да, она мечтала, да, но она там что-то там узнала, разузнала, а сейчас у нее эта мечта видоизменилась, так он на этом поставила еще какую-то цель, еще какую-то круче, может быть, какую-то новую профессию еще осваиваете. Ну вот, что-то тут такое, девочки, и вот тут вот карта путь, как будто бы они видят, что вы идете, вы стремитесь к чему-то, какой-то свой путь такой выбираете, не похожий ни на кого, и вот тут как-то так вот. Ну, вот женщина, которая, я не буду говорить, что вы тут мечетесь, нет, вы осознанно идете, вот сейчас вот делаете выбор в сторону своей силы, раскрытия своих талантов, какие-то шансы берете, не все у вас получается так, как вам бы хотелось бы, какие-то по карте замок, даже препятствия, это даже я не могу вот это назвать препятствиями, это как будто временные препятствия, которые как будто бы специально вот где-то вас тормозят, даже для того, чтобы вы быстрее, чем нужно, уже не знаю кому, но быстрее, чем нужно, вы не попали туда, куда вам типа нужно. Ну, я не знаю, я сумбурно объяснилась. Но, девочки, как будто бы, даже если временно сейчас у вас какие-то трудности, препятствия, воспринимайте это так, что вас отводят от чего-то, да, или вы не совсем готовы получить сейчас тот результат, вы то ли в полной мере им не воспользуетесь, или же, ну, опять-таки, это не принесет вам настолько удовлетворения. А может быть, вас элементарно вот такое ощущение, как будто бы вас ведут, вот вы меняетесь, трансформация происходит, трансформация даже вашей какой-то мечты. Вот такое, что-то тут такое происходит, вот какой-то путь у вас такой интересный. 100% друзья вами где-то восхищаются, где-то озадачены, где-то им так интересно, куда же вы идете и куда в конце концов вы придете. Тут очень какой-то нестандартный путь. И мышление у вас нестандартное. Так, давайте посмотрим. А враги, да, что говорят за вашей спиной враги. Угу. Так, вот я соберем. Так, что за вашей спиной говорят враги? Угу. Так, говорят враги, что вы, может быть, долгое время являлись частью то ли какого-то коллектива, тут прям сестринство карта, видите, тут девочки, то ли были, знаете, как
скорее всего, ну, понятно, что мы многие являемся частью какого-то коллектива, но, знаете, как будто бы были одной из, допустим, ну, мне так нельзя сказать, все мои индивидуальности, да, но как будто бы то ли у вас не хватало этой смелости, то ли не время было. То есть вы могли какое-то время, то ли, ну, даже некрасиво скажу, но плыть по течению, где-то вас устраивало какое-то положение вещей, та ситуация, в которой вы находились. Ну, не факт, что вас на самом деле это устраивало, но на какой-то период времени. Вот ваши недруги говорят, что, ну, жила как все, допустим, да, как-то, ну, там. А тут у вас, опять они говорят о том, что сейчас какой-то ветер перемен у вас, изменения, причем для вас в лучшую сторону. И вы как сознательно где-то отрекаетесь от этого коллектива, где-то элементарно как сепарация какая-то проходит, ментально даже как будто бы вы разрешаете себе эти перемены. Вот почему-то говорят о том, что все, она куда-то там намылилась во что-то новое, тут у кого-то грандиозное, тут как будто бы сидела, бабах, куда ее понесло. Это может быть элементарно, это я же говорю, смена у кого-то места работы, у кого-то, ну тут даже не то, что партнеров, а тут в принципе как будто бы вы поменяли, ну, восприятие у вас, не знаю, восприятие мира у вас как-то изменилось, какие-то же, говорю, новые мечты. И тут вот карта эволюция, вот это мне больше, тут внешне, понятно, могут говорить ваши недруги о том, что там внешне вы лучше стали, или хотите стать лучше, или у кого-то вот какая-то вот какая-то тенденция, вот у кого-то, может быть, какие-то процедуры, там омоложение, косметологические процедуры. Но тут больше другой подтекст, эволюция, как будто бы женщина сейчас стремится вот не сидеть на месте, что-то менять в своей жизни в лучшую сторону. И вы открыты для этого, и вы в это идете. Опять-таки могут. Сейчас, девочки. Сейчас я уточню тут о чем. Так вот скорее. Сейчас, если вот эти карты вот так прочитать, кто-то может... Опять-таки, если кто-то знает о вашей личной жизни из врагов ваших, да, недругов, то может говорить о том, что у вас, допустим, с мужчиной каким-то, то ли были выстроены отношения, то ли вы, в принципе, его могли идеализировать, или эти отношения идеализировать, но при этом как вот это идеал, вот это вот какая-то ваше восприятие этого мужчины как идеального какого-то, натолкнулась на тут карта грязь. Тут как будто бы вы могли узнать то ли о мужчине что-то такое не очень приятное, мягко говоря, то ли отношения эти как бы разладились, то ли вы столкнулись с тем, что, ну, как подмена понятий. Может, мужчина вам не дал того, о чем вы мечтали. Тут карта любовь, грязь, идеал. Я не знаю даже, как это. Вот карта первое уединение. Как будто бы история о том, что вот они могут говорить за вашей спиной, что в личной жизни, ну, не ладится у вас, в любви, в любовной сфере, может быть, даже вы не замужем, но в любовной сфере как будто бы вы столкнулись с каким-то разочарованием, вот именно в мужчине. И вы по карте уединения где-то отстраняетесь, где-то, может быть, вот отчасти вот это ваше желание изменить все в своей жизни, тут все хотите менять в лучшую сторону, понятно. Отчасти для того, чтобы где-то даже, реализоваться, где-то для того, чтобы минимизировать вот этот какой-то осадочек, который от любовной сферы остался. Другими словами, человеческим языком объясняю. Тут как будто бы могут говорить ваши враги о том, что в личной жизни там какая-то непруха, вот что-то не везет. Где-то была сильно наивная, где-то там, ну, может быть, не готова столкнуться. Как вот женщина, которая где-то как витала в облаках, видела там то ли мужчину, то ли взаимоотношения с этим мужчиной, как в розовых очочках, да, вот как какой-то большой ребенок. Тут любовь любовная, и тут столкнулась с тем, что, ну, может там мужчина предавать, может там, ну, не знаю, там изменять, манипулировать, там еще что-нибудь, как-то так себя вести токсично. Ну, как будто бы надежды какие-то были совсем не на то, что вы получили. И карта уединения. То есть видит вас, по большому человеку, женщина, которая сейчас, даже если вы в паре с кем-то,
то вы почему-то, ну это как то ли одиночество вдвоем, то ли вы подчеркнуто, не знаю, почему-то вот уединение, как будто женщина, которая одиночка. Вот. Ну почему-то так мне идет. Женщина, которая не получает сейчас той самой любви, но при этом старается изменить свою жизнь, как будто бы вообще, как будто бы в корне поменять. Так, талисман, дача, род, кольцо, дом, отшельники, последнее подчинение. Ну, опять-таки, вот такая карта какая-то, талисман на вас вышла. Эта история опять говорит о том, что, ну, да нет, другие могут говорить о том, что сама по себе, то, знаете, такое, как, что женщина, то вы для семьи. По идее, то, ну, типа, да, даже такое, что любой мужчина был бы рад, ну, такую там спутницу, женщину такую иметь, как любовницу. В принципе, почему-то мне тут удача, род, кольцо, дом. Но вот как будто бы то ли вы ставку не на того мужчину сделали, то ли вот что-то пошло не так. Вот форс-мажор, как будто бы все так хорошо начиналось. И даже вот ваши враги могут говорить о том, что объективно вы, ну, достойная женщина, потому что тут удача, род, я же говорю, кольцо, дом. Но, вот говорю, как то ли у вас одиночество вдвоем сейчас с каким-то мужчиной, то ли вы сознательно, карта отшельник вышла вот это вот тут, и карта уединения, видите, как будто бы на вас. Или то ли у вас какой-то период такой, где, ну, где для вас это, вот почему-то для вас это важно сейчас побыть в уединении. По отшельнику это же мудрость, это осознание, может быть, приоритеты в жизни тоже, какие для вас, что для вас важно. Почему-то тут отшельники, подчинение. Тут как будто бы женщина, может быть, ну опять какой-то замок, какие-то. Сейчас. Воительница. Опять-таки, вот что-то мне выскочила эта паутина. Мне такое идет, как будто бы могут за вашей спиной недруги говорить, что вы в свое время как вляпались в какую-то историю, где-то сильно влюбились, опять-таки, как попались, как в сети. Тут такое тоже, как будто бы вы стараетесь из какого-то формата отношений, из каких-то, может быть, у кого-то из стабильных отношений, как вырваться. Вот это вы как подчинялись чему-то, ну, не знаю, у кого-то как родовые программы прямо. Ну, я не думаю, что враги во вас так говорят, но как будто бы вы стараетесь сейчас измениться. И, ну, вот как вас видят вот враги и говорят о том, что на самом деле, что вы тут еще та штучка. У вас на самом деле очень много скрытого по карте замок, но при этом карта огонь, вот этого какую-то жажда жизни, жажда перемен, это все есть. И при этом карта воительница, с интеллектом все в порядке. Тут вас видят женщина, которая вот эти рамки, границы, и где-то даже с мечом, как отстаиваете свое право, ну, на новую жизнь, на, ну, не знаю, новый путь. Как даже, ну, не тут нет токсичности, и нет там агрессивности, но как будто вы этим мечом можете даже расчистить себе дорогу вперед. Ну вот как-то так. При этом отшельник и уединение тоже говорит о том, что вы особо не ищете друзей, там, подруг. Уже в свое время, видать, так вот какой-то вот, то ли семья, то ли взаимоотношения так подрастворились, что сейчас хотите вернуть себе себя. Вот тут что-то такое. Так, ритуал старейшины. Ну, могут, вот это сочетание мне говорит еще, могут там за вашей спиной говорить у кого-то, что там. Тут нет негатива. Тут как будто бы, если кто-то знает, что вы увлекаетесь эзотерикой, это может там, мне почему-то так читается, что там, что вы увлекаетесь там психологией, таро. У кого-то тут вот это вот карты такие. Тут нет негатива, еще раз повторюсь. Тут вот последние вот эти карты, наоборот, говорят о том, что вы в хорошем смысле найдете подход к любому. И тут карта старейшины и ритуал. Мне почему-то идет так, как будто бы вы умеете воспользоваться нужным советом. Советом мудрого человека, опытного. Совет, допустим, если это начальство. Совет, если даже... Вот вы ставите перед собой цель, тут карта ценность какая-то, тут как будто бы вы нащупываете вот этот свой правильный путь, но при этом используете информацию. Так.
Вот смотрите, даже если вот сама по себе ценная, тут даже ваши враги сейчас за вашей спиной говорят, что да, тут не пустышка, тут женщина, которая на самом деле вот где-то даже столкнувшись с какими-то проблемами, она все равно в победителях будет. Карта Скоробей очень ценная. И тут вот, даже если женщина попала в тупик какой-то, болезненная ситуация, для вас это непросто, а вы все равно по карте ключик вы найдете выход из этого всего. Угу. Ну вот как-то так, девочки, сегодня прям, не знаю, зефирный расклад какой-то, ну что вышло, то вышло. Ой, все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.